Всем привет! Вы на канале Мужское хобби, и сегодня мы будем ставить брагу на рисе. Для новичков я считаю, что пробовать зерновую брагу надо начинать с риса. С него хороший выход получается, проблем с ним нет и выбраживает он хорошо. Мы будем делать это без развариваний, то есть без мучений, которые для новичка первый раз могут показаться сложными. То есть это будет холодная схема осахаривания, это будет рис и китайские кодзи, дрожжи. Дрожжи эти, они уже с ферментами, то есть вам ничего не нужно, просто купить эти дрожжи и засыпать все это. Ну, я покажу, как это нужно делать. И нужен будет антибиотик на всякий случай. Я рекомендую для новичков использовать антибиотик. В моем случае это амоксициллин. Раньше все использовали доксициллин, но его сейчас достать очень трудно стало в связи с этими коронавирусами и прочей вот этой хренотенью, которая у нас сейчас происходит. Поэтому будем использовать амоксициллин. Ну, давайте приступим, я вам все покажу. Самое главное, что нужно знать при постановке зерновой браги, это то, что емкость у вас должна быть очень чистая. То есть промойте ее как следует, продезинфицируйте, можете лимонной кислотой, содой, но в общем отмыть нужно очень хорошо. Итак, первое, что мы туда добавим, это 2 капсулы амоксициллина. Они по 500 мг, по-моему. Пары нам будет достаточно. Просто высыпаем их в воду. Он достаточно плохо размешивается, поэтому добавили, перемешали и дали немного постоять. Ну, буквально там минут 10, чтобы он как следует разошелся. Дальше мы засыпаем туда рис. Рис у меня вот в таких пакетах. Это я взял какой-то дешевый рис в супермаркете. 43 рубля он стоил. 800-граммовые пакеты. У меня их 6 штук. Значит, у нас здесь получается 4 килограмма 800 грамм. То есть будем округлять, их будет грубо 5 килограмм. Просто высыпаем. Вода у меня просто тепленькая, то есть там 30 градусов примерно. Не нужна ни горячая, ни очень холодная, тоже не стоит. Вот мы всыпали наш рис. Теперь нужно туда добавить дрожжей. По инструкции эти кодзи рекомендуют регидрировать, то есть разбавить. То есть высыпать их в небольшое количество воды, и чтобы они постояли и активировались. Я в последнее время с ними так не запариваюсь, то есть делаю все по-простому. Вода у меня сейчас там 30 градусов. И я просто их рассыпаю по поверхности и какое-то время жду и перемешиваю. На 5 килограмм я высыпаю 45 грамм дрожжей. Рекомендуемая норма, обычно все используют от 5 до 9 грамм на килограмм сырья. У меня здесь 45 грамм. Просто беру и рассыпаю по поверхности. И сейчас через какое-то время я размешаю. Единственное, помните, что все, что вы сюда вносите, все, что вы чем сюда лезете, пусть это будет чистое. То есть мешалки, ложки, всем, чем вы там сюда будете залазить, мойте, дезинфицируйте по возможности. Запомните это правило для зерновых, потому что если потом будете возиться, я буду показывать вам по поводу бурбона и остальных зерновых. Чистота очень важна для зерновых браг. Все мы это перемешали, получается вот такая вот темно-серая субстанция.
рис на дне. Перемешивается достаточно тяжело поначалу, но все равно с рисом это проще. Сейчас я подожду немного, они активируются, и доведу воды до гидромодуля нужного. Как правило, гидромодуль здесь стандартный, 1 к 3,5, 1 к 4. Как хотите, делайте примерно вот в таком варианте. Вот так через 3 часа бродит наш затор. Вот так у меня бродит кот. Отгонять его надо. Затор желательно первые дня 3 перемешивать, чтобы не образовывался вот этот блин внизу. Я это держу все без гидрозатвора обычно, просто накрыв вот так вот крышкой. Но для вас сегодня поставлю гидрозатвор, чтобы показать, как булькает, как идет брожение. Прошло 2 дня, 2 суток. Вот так вот ведет себя брага. Гидрозатвор булькает. Не очень активно, но это в принципе нормально, так и должно быть. Я говорю, я обычно гидрозатвор не использую. Просто накрываю крышкой сверху, не плотно, и все. Но если вы делаете первый раз или привыкли следить по гидрозатвору, то ставьте, с ним будет проще. Сейчас открою, покажу, что там внутри происходит. Вот такой вот внутри булькающий кисель. Я обычно 3-4 дня перемешиваю затор, чтобы на дне не образовывался блин. Вы, если будете перемешивать, то поймете, он как раз эти первые 3-4 дня такой достаточно густой, трудно его мешать. А потом уже он смягчается и становится такой рыхленький. Кодзи подъедают рис, и он становится мягче. Можете, в принципе, не перемешивать, но вот видите, как бурлит бурно периодически. Можете не перемешивать, но будет чуть дольше бродить. Я уже замечал, что, в принципе, если перемешивать, то на день, на 2 сокращается срок брожения. Ну, сейчас я перемешаю, закрою, а дальше включусь, я думаю, уже в конце. Тут особо смотреть не на что, поэтому, когда отбродит, покажу. Сделаю еще одно включение. Подумал, что раз видео обучающее для новичков, я попробую вам немного испортить брагу. Ну, точнее, не соблюсти все правила. Возможно, она подкиснет, чтобы показать вам, что там, как она плеснет и все остальное. Поэтому мешать я ее буду перемешивать просто рукой. Может быть, занесу какую-то заразу, посмотрим. У меня она давно не подкисала, но в начале было пару раз, когда я только начал заниматься зерновой. И еще одно золотое правило запомните для этих дрожжей, так называемых кодзи. Брагу пробовать нельзя. То есть, как обычно, вы привыкли там на кислоту, на прочее, на язык попробовать ее. Этого делать не стоит. Не рекомендуется производителям пробовать эту брагу, если она не прошла термическую обработку, то есть там, по-моему, до 80 градусов, чтобы убить все эти микроэлементы. Они ядовиты. Так что брагу не пробуйте. Дальше будем смотреть, как она у меня закиснет, не закиснет, и что из этого будет. Может быть и не закиснет, потому что антибиотики добавлены. Но теперь уже точно включусь, только когда она отбродит. Ну вот, смотрите, гидрозатвор замолчал. Ставил я ее 18 числа. Сейчас у нас... То, что гидрозатвор замолчал, это не значит, что она уже отбродила. Сейчас открою и покажу вам, что значит отбродившая или не отбродившая брашка. Вот смотрите, гидрозатвор не работает, но брожение тихо еще идет. Она еще дображивает. Есть еще мелкие шевеления. Видно, как рис там шевелится, какие-то пузырьки мелкие проходят. Показатель того, что брага на зерне отбродила, то, что верхний слой начнет осветляться. Вы прям это увидите, что он будет светлее. Или темнее на кодзе бывает, что прям фиолетовый уходит. Но на данный момент она мутная, значит еще брожение идет. Так что будем ждать.
Ну вот, отыграла наша рисовая брага на Кодзе. Прошло 10 дней. Сейчас вот вы там, если видите какие-то пузырьки еще, то это я просто ее перетаскивал из комнаты в комнату. Немножко взбаламутил, там еще дегазация происходит. Не удалось мне вам показать, как она заплеснет или закиснет. Но в принципе, если у вас вдруг такое случится, вы поймете, там появляется сверху вот здесь плесень, как на огурцах, которые стоят открытые и заплеснет. То есть пленкой потянется. Если она пошла такая пленка, то лучше сразу начинать перегонять, потому что молочно-кислое брожение, если оно образовалось, то оно вам сожрет потом весь градус на выходе. То, что брага отбродила, можно понять вот потому, что верхний слой осветляется. Он уже стал прозрачный. Тут в пластиковой не видно, в стекляшке, конечно, было бы виднее, но стекляшки у меня маловато, чтобы вам показать. Рисинки вот эти, которые плавают, они уже превратились, от них осталась одна шелуха. Ну вот внизу которой тоже, то есть она прям вот в пальцах разминается и ничего не остается от нее. Сейчас буду переливать в куб и перегонять. Перегонять буду без остатка, без осадка. То есть я не буду заливать в куб вместе с оставшимся рисом. Он сейчас там осел достаточно плотно, я так его и сниму с осадка. На самом деле можно перегонять все вместе с этими, вместе с рисом, но у меня у куба дома, который не очень крышка удобная. То есть если у вас куб кастрюльного типа, заливайте все так. Мне просто потом его мыть, если честно, впадло. И неудобно. У меня старый такой советский куб, он тяжеленный, его ворочить. Ну, в общем-то, сейчас перелью и сделаю первый перегон. Стандартный первый перегон. Единственное, отбирать буду как с зерновыми, то есть остановлю где-то на 5 градусах в струе. В принципе, со всеми зерновыми я делаю так. Ну все, встретимся после первого перегона. Ну такой вот осадок остался. Показать вам. Его там сантиметров на 5. Я говорю, я сегодня вот не буду морочиться. Есть потери, если вы его не будете перегонять, но они не настолько большие. Если у вас куб позволяет и не лень мыть его потом, то можно перегонять прям с осадком. Он не пригорит. Когда брага выбродила на Кодзе, ну или просто зерновая там брага любая на ферментах, на чем угодно. Если она выбродила, то не пригорит. Ну ладно, теперь все-таки приступаем к перегону. И, кстати, да, при перегоне не забудьте медь добавить в царгу, если есть возможность, или в сухопарник, медные пыжи. Обязательно. Иначе будет потом неприятно пованивать. Ну все, перегоняем. Закончили мы первый перегон. Вот у нас что получилось после первого перегона. Здесь 6200. 6 литров, 200 миллилитров спирта сырца. Общая крепость получается 33 градуса. Если посчитать по калькулятору, то у нас здесь получается 2 литра абсолютного спирта. Ну, 2,046. Вот и прикидывайте, сколько можно будет выгнать. Если у вас простой аппарат, то грубо, наверное, телу будет где-то 1,5 литра 75 градусного. Сейчас я перегоню второй раз и попробую, скажу вам, в чем разница между сахарным и рисовым. Закончил я второй перегон. Сколько у меня вышло, я вам говорить не буду, чтобы вас не путать, у всех аппараты разные, поэтому выход именно после второго перегона будет разный. У кого-то крепче дает, у кого-то колонна, у кого-то сухопарники, поэтому здесь ориентируйтесь по абсолютному спирту всегда выход, по калькулятору. Так точнее, так правильнее. Плюс рис на самом деле брал я самый дешевый, такой не особо хороший, поэтому опять же сложно будет ориентироваться немного, потому что рис бывает получше, похуже. Давайте попробуем. В общем-то, на запах он, естественно, наверное, для меня он приятнее, чем сахарный. Нет такой самогонной вот. Ну, сахарный самогон я чувствую по запаху. Я отличаю. Приятный, мягкий, слегка сладковатый запах есть. Рис, вот как по мне, он немного сладковатый такой. Давайте попробуем. Ваше здоровье. Здесь у меня 45-градусный, и пьется он мягко. Он действительно гораздо мягче, чем сахарный. Мягче, приятней. Вот это вот то ли цветочное послевкусие у него есть. Поэтому в белом виде употреблять рисовый очень мне нравится.
Также его хорошо использовать на какие-то там настойки. Джин я делал из рисового, тоже, в общем-то, очень даже неплохо. Единственный вот выход, смотрите, естественно, будет меньше, чем с сахарной. Попробуйте, а дальше будете решать, нужно вам это или нет, переходить ли вам с сахарной на зерновую или нет, потому что выход меньше, на вкус лучше. Тут и плюсы, и минусы есть, каждому свое. Ну вот, в общем-то, весь рецепт и все, что можно сказать о самогоне на рисе и на кодзе. Если видео было полезно, ставьте лайк, пишите в комментариях, может быть, у вас какие-то наработки есть интересные, людям будет полезно. На этом все. Всем удачи!